корейские пельмени с бобами мунг и ботвой редиса, а точнее не с самими бобами, а с их ростками. Вот такие два необычных ингредиента для начинки, о которых придется немного подробно рассказать, потому что это того требует. Итак, нам эти ростки я проращивала сама дома. Как вы видите, они где-то около 5-7 сантиметров, и у них уже появились маленькие листики и также корень. Я их не отрезаю, можно есть и листики, и корешок тоже. Буду их использовать, не удаляя. Но если хотите, можете их убрать. И также сушеная ботва редиса, красного малого редиса. Можно использовать также ботву и даже лучше от дайкон редьки в объеме 150 грамм. Как получить и тот, и другой ингредиент самому у себя дома, у меня уже есть видео. Вот линки здесь вверху на, собственно говоря, заготовку обоих ингредиентов. Итак, помимо того, что заготовить, их нужно теперь еще и обработать перед употреблением. Сушеную ботву редиса мы промываем в холодной воде. Затем заливаем холодной водой таким объемом, чтобы покрывало всю имеющуюся ботву. И должны мы это кипятить под крышкой 20 минут. Затем отваренную ботву мы должны погрузить в холодную воду и остудить ее в этой воде. Также затем мы должны промыть ее еще раз в холодной воде, просто-напросто прополаскивая ботву. И там соберется жидкость. Отожмите лишнюю воду, ее там будет достаточно много, поэтому сделайте это хорошенько. И если вы используете ботву дайкон редьки, то на ней будет очень достаточно толстая пленочка, и ее нужно будет удалить. Если же, как у меня сейчас, это ботва красной редиски, то с нее пленку можно не снимать. Она очень тонкая и будет не чувствоваться и абсолютно легко пережевываться. И нарезаем мы ботву теперь маленькими кусочками. Вот эта часть, за которую я подвязывала ботву, я ее в данном случае не использую, просто отрезаю и выбрасываю. Теперь следующий ингредиент. Для него мы должны вскипятить воду и закладываем 150 грамм ростков от бобов мунг в горячую воду и варим 1 минуту. Этого будет достаточно. После этого извлекаем ростки из горячей воды и кладем в холодную воду и остужаем ростки. После этого мы должны будем удалить с них излишки влаги, то есть помещаем на дуршлаг или сито, чтобы с ростков стекла вода. Вода может стечь не вся, поэтому так же как и с ботвой редиса, с ростками мы должны будем их немного отжать. Аккуратно, чтобы они не поломались, хотя в принципе все равно мы их потом нарезаем. Нарезаем так же как и ботву редиса на достаточно мелкие кусочки. И теперь нам еще нужно будет кое-что сделать с ботвой. Мы должны добавить туда сахар, пол столовой ложки, молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки и соевый соус в объеме 1 столовой ложки. Все это мы хорошо перемешиваем, и если есть какой-то промежуток времени, то даем этому немного настояться, там 10-20 минут. Приступаем к начинке. Свиной фарш нам потребуется 300 грамм. В него добавляем соль, пол чайной ложки и молотый перец, пол чайной ложки или по вкусу, как вы любите. Сахар также пол чайной ложки. Затем молотый чеснок, 1 столовая ложка. И соевый соус 1 столовая ложка. Все это мы перемешиваем. Кстати, если вы не любите свиной фарш, то можете заменить его, например, на говяжий или даже куриный, ну, в общем, кому как нравится. Ну, в общем, используем свиной фарш. Затем закладываем нарезанные ростки и также нарезанную ботву. Добавляем кунжутное масло в объеме 1 чайной ложки и нарезанный мелко зеленый лук, где-то около 20 грамм.
И также закладываем туда одно яйцо. Кстати, если у вас есть возможность приобрести тофу, то можно положить и немного тофу добавить в это блюдо, но без тофу оно тоже готовится и получается очень вкусным. Если есть время, то даем нашей начинке настояться где-то минут 30. Для теста приведены и начинка, и тесто в расчете на 20 штук пельменей, на больших пельменей, пухленьких таких. Нам потребуется мука 2,5 маленьких стандартных пластиковых стакана муки. И добавляем соль, пол чайной ложки и растительное масло в объеме 2 чайных ложек. Вода. Конечно, нам потребуется вода, где-то около 150 мл воды, но качество муки, жесткость воды, они всегда разные, поэтому я всегда советую добавлять воду по чуть-чуть в процессе замешивания теста и смотреть на его консистенцию, и тогда вы поймете уже, достаточно воды или добавить еще вам воды. Сначала замешиваем ложкой тесто, потом переходим на руки. Советую мешать достаточно долго, где-то около 10 минут, до мягкости теста, чтобы оно было достаточно таким мягким. Затем мы делаем из теста комок, покрываем его пищевой пленкой, и если есть время, то кладем на 30 минут в холодильник. Если же времени нет, то сразу начинаем раскатывать тесто на пельмешки. Как раскатывать тесто? Долго здесь я на этом останавливаться не буду. Думаю, в принципе, знают это все. Раскатали, и нам нужно сделать кружочки. Я делаю это таким образом. Беру пиалу и пиалкой нарезаю. Вот, если у вас есть специально такая железная круглая форма, чтобы ей нарезать, это даже лучше. Но остатки, которые от нарезки остались, мы еще раз собираем, еще раз замешиваем и раскатываем, и опять делаем кружочки для заворачивания. Итак, начинку закладываем мы по 1 столовой ложке. Если получится у вас запихнуть побольше, даже лучше. Но, в принципе, это всегда 1 столовая ложка. И заворачиваем таким образом. Сначала склеиваем с друг другом 2 краешка, промазав их предварительно водой. И затем с одного боку, с внешней стороны, промазываем водой и начинаем делать вот такие вот складки. В общей сложности мы делаем 3 складки с каждой из сторон, сначала с одной стороны. И сделав 3 складки, мы закрепляем кончик. И еще раз сверху уже по всем складочкам проходимся, скрепляя их. И с рукой стороны повторяем то же самое. Промазываем в внешнюю сторону края водой для липкости. И затем сделаем опять же 3 складки с другой стороны. Вот таким вот образом, подгибая их пальчиком. Закрепляем кончик и вуаля! Пухленькие такие пельмешки. И еще раз, значит, закладываем 1 столовую ложку начинки, используем воду для того, чтобы сделать краешки более клейкими, чтобы они слипались, и делая складочки с обеих сторон, получаем форму пельмешка. В корейских магазинах вы можете приобрести уже готовые, нарезанные из теста кружочки, из которых очень удобно делать разные красивые формы пельменей. То есть, если есть такая возможность, то можно не мучиться самому и не делать тесто, и ничего, пойти в магазин, купить уже готовые эти врэперы для пельмешков. Ну, как видите, у меня корейского магазина под боком нет, все пришлось сделать дома самому, и в этом, кстати, есть свои плюсы. Вот. И получаем вот такие формы красивых пельмешков. Наделали пельмешек, и теперь первый способ их приготовить – это пожарить. Мы нагреваем сковороду с растительным маслом и закладываем туда пельмени. Я закладываю 7 штук. Затем мы накрываем крышкой и готовим пельмени, пока они не поджарятся. Затем заливаем водой около где-то 1 стакана маленького пластикового и готовим, пока вся вода не испарится. И, как вы видите, вуаля! Мы получаем снизу такую поджаристую хрустящую корочку, а вся остальная часть у нас хорошо, можно сказать, пропеклась и протушилась. Если честно, вот такой способ, то есть мне нравится гораздо больше. Если честно, я люблю больше жареные пельмени, чем вареные.
Вот. И, конечно же, когда мы подаем их к столу, неплохо подать их вместе с соевым соусом или с каким-то другим соусом-диппингом. Вот первый вариант, как можно эти скушать пельмени. Второй вариант, второй способ – это суп. Я буду использовать бульон, который остался у меня от приготовления кимчи, который делал в последний раз, линк там был вверху. Итак, бульон 1 литр нам понадобится. Вы можете использовать совершенно абсолютно любой бульон, какой вы любите или какой у вас есть. И мы должны его вскипятить, нагреть. И когда бульон закипел, мы закладываем туда пельмени. Закладываю 8 пельмешек. Все остальное, что от моих пельмешек осталось, я положила их в морозилку и при случае приготовлю опять. Итак, соль добавляем 1 чайную ложку после того, как заложили пельмени, немного черного молотого перца по вкусу, соевый соус в объеме 1 столовой ложки и варим все это до готовности пельменей. То есть все это мы опять нагреваем, кипятим. Как только пельмени готовы, мы закладываем ростки бобов мук 200 грамм, или же можно положить пекинскую капусту или даже бокчой в том же количестве. Добавляем кунжутное масло 1 столовую ложку и варим где-то 1-2 минуты. Это достаточно для приготовления уже ростков. И вуаля, наш суп готов. Хочу сказать, что вот именно с этим бульоном получилось необыкновенно насыщенный аромат. Опять же говорю, что линк я оставила на то, как получить такой бульон прежде. И я думаю, что это стоит приготовить хоть раз. Лайкайте, подписывайтесь и не пропустите новые видео. Приятного вам аппетита!